Утром мы проснулись, съезжаем с квартиры, уже ее оставили. И заехали в Фармасити, это аптека такая, потому что голова что-то побаливает у Макса после газа. Там этот газ постоянно тух в этой квартире. Даже не от того, там сквозняков никаких не было, просто работает, раз потух. Ну, одним словом, у меня все нормально, а у Макса немножко побаливает. Он ближе к этой печке спал, наверное, может, трохи. Купили какие-то таблетки от головы. Чуть-чуть вам поснимаю, не знаю, когда буду, Сан-Луиса. Это, в принципе, считается центр города, смотрите. Ну что, Макс приобрел? Будем ехать, я вам с машины поснимаю. Сан-Луис, столица провинции Сан-Луис. Так что едем дальше. Рассматриваем городок. Пока что я там сильных высоток не нашел. При въезде был очень крутой госпиталь, очень крутой, такой, похожий как на инопланетянное строение. При въезде, где с дороги съезжали в Сан-Луис, были какие-то дома, построенные по виду под пирамиды похожие. Ну, мы хотим позавтракать для начала. Рядом находятся горы Кордовы провинции, тут она соседняя. И там сегодня в горах передавали немного снега выпало. Так что, если мы в ту сторону поедем, то вам покажем. В общем, зима аргентинская. Здесь около нуля. Ну, не знаю, может не ноль, но прохладно, скажем так. Вон, посмотрите, как девушки закучкались на мотоциклах. Мы смотрим, какой тут центр города. Это университет? Ух ты! Смотрите, есть университет. Так что дети без образования не останутся. Университет Националь де Сан-Луис. 50 год ему. Ну, типа, может не 50, может меньше. Может больше. Вот так написано. Да, так что мы где-то приблизительно в центре должны быть. Потому что полицию видели, университет вот видим. Да. Мы все еще ищем, где покушать. Вот там, куда мы первый раз подъехали, там только панадерия. Панадерия – это хлеб. Это все, что с булочками связано. Мы хотели что-нибудь другое такое. Так, это, наверное, автобусная остановка какая-то или что-то такого стиля. В всяком случае, на то очень смахивает. Ну, автобусы есть, автобусы ходят. Улочки, улочки как улочки, нормальные улочки. Не все же должно быть как в Буэнос-Айресе. Буэнос-Айрес – это большой город, большая столица. А это просто областной город, провинциальный столица. Мы едем в другой, Хуана-Кослай городок, 20 километров отсюда. И поснимаем, как там люди живут, сами посмотрим, как там люди живут. Мы хотим посмотреть немножко городки провинции Сан-Луис. А это вот мы наконец-то там позавтракали. Пришлось часик подождать, но было вкусно. И едем дальше. Я так понимаю, это, наверное, даже, ну, как бы по карте это похоже на центр города. Может, конечно, географический центр на карте не сходится с реальным центром, как у нас бывает в Буэнос-Айресе, тоже центр, микроцентр называется центр, но после пандемии там, честно говоря, все офисы поуходили и превратилось, не знаю, не сказать, что это прямо культурный центр Буэнос-Айреса. Так и здесь может быть, что сама такая по районам, по-разному может быть все. Пока что многоэтажек мы не видали. Такое все вот приблизительно как сейчас. Вот такое все. Чуток около университета как бы немножко отличалось, да? Вот там, где кафешка университета, там чуток как бы трошечки отличалось. А в остальном где-то приблизительно такого стиля все видели. Это горный такой, как бы горы Кордовы, что ли, называется еще, и Сан-Луиса. Между Кордовой и Сан-Луисом есть такие горы. Но это еще не Анды. Анды там уже чуть-чуть дальше. Еще километров 200-150 и начинаются Анды. Уже конкретно, которые между Аргентиной и Чили находятся. Там вот Сан-Хуан или что-то такое. Типа в те уже Катамарку, Сан-Хуан и Мендоса.
И Мендоса отсюда где-то около 250 километров. О, ну тут хоть чуток пораскрашенные магазинчики как-то. О! Сказать честно, выезды и въезды в Сан-Луис, ну вот с дороги, да, вот выезды в этот город и въезды, мне что-то понравились как-то больше, чем в середине. Проезжая по 7-й там дороге, там был крутейший госпиталь, там, ну, вообще такое все, оно как-то, какие-то постройки такие со стороны смотришь, очень красивые. Кстати, что-то мы проезжаем чуть ли не рядышком с этим делом, ну-ка, если я не ошибаюсь. Да, вот про что я рассказывал, постройки. Смотрите, это госпиталь. По-моему, это как раз и есть тот госпиталь знаменитый, да, вот, Сан-Луиса. Гляньте, какой он. Видите? Только мы видели его с другой стороны, с другой дороги. Этот госпиталь. Там за ним постройки такие дома, как под пирамиды египетские какие-то сделанные еще есть. Вот, смотрите, какие здесь стройки. Вот про что я говорил, что под видом пирамиды какой-то. Тут очень, я же говорю, окраина мне больше что-то понравилось, скажем честно. Вот и магазины так покруче. Что-то тут рядышком с Сан-Луисом. Или вот то госпиталь я попутал, что может тоже быть. Оно все такое похожее здесь. В общем, если я ошибся с первым госпиталем, так как я здесь первый раз, то вот тогда госпиталь. Вон там. Такое здоровенное белое здание. Такое светилось оно вчера ночью, мы проезжали по 7-й дороге. Это мы приехали в тот городок Хуана-Кастель или как-то так, который мы хотели посмотреть. Он оказывается совсем рядышком. Сейчас мы его посмотрим немножко, как, чтобы общее понятие иметь, как тут люди живут. Он тут, по-моему, даже чуток прикольнее, чем, ну, на мой взгляд, чем в середине Сан-Луиса. В общем, мне как-то окраина что-то больше запало. Как-то поспокойнее, пошире будет между домиками. Вот смотрите, написано, куда сколько километров от этого места, можете определиться. Слушай, да тут получше, чем в самом Сан-Луисе. О, видно чуть-чуть снегом покрытые вершины в горах. Это вообще суперски. Не знаю, будет ли на камеру это видно, но мне видно. Вон с той стороны, смотри, белые горы. Сколько стоят дороги. Мы когда ехали в этот самый, по Кордове и по Буэнос-Айресу, то там дорога номер 7 стоила 1500 на вот этих вот оплатах за дорогу. Заехали в Сан-Луис, стоила уже та же дорога 5500. Здесь, смотрю, 1600 стоит. Но, может быть, еще по одной простой причине, что, знаете, что происходит? No, creo que no. Происходит то, что эта 7-я дорога, она была не двойная, она была не автописта, не автобан, она была простая дорога, так как и здесь. Потому было 1500, а здесь получается 1600. А уже в Сан-Луисе, где 5,5 было, это потому, что там было уже 3 полосы. Так, Ла-Каролина находится 65 километров от нашего места. Знаете, чем славится Ла-Каролина? Там золото моет. До сих пор можно. Там были шахты золотые. И, по-моему, они сейчас уже не работают, брошенные, наверное. Но я видел в ТикТоке, что там до сих пор моют золото в этой Каролине. Прямо народ выходит на речки и моет себе золото. И, по-моему, это даже разрешено. Так что, может, там мешочек золота намыть пока. Смотрите, вот информацион. Мы будем заезжать это вот туда. Не знаю. Стоит перед заездом в эти штуки помолиться. Видите? Люди у нас как бы это отдохнуть, посидеть,
расслабиться, насладиться природой. Вот этими вот вершинами снежными там вверху. Дики. Плотина, я так вижу, с той стороны. Дики не очень наполненные. Я так понимаю, мы поедем вот по этой дороге. Вон туда, 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 туда пока. А дальше жизнь покажет. Макс, что трощишь? Шоколадка. Шоколадку. Правильно. Природа природой, а шоколадка шоколадкой. Так, мы едем мимо вот этого, смотрите. Эль-Вулкан. Эль-Вулкан. Вау. Круто. Вот наступает настоящая крутизна. Красота. Наслаждаемся. Кроме нас здесь вообще никто не ездит. Потому что обычный рабочий день местному населению это не нужно. А туристов сейчас мало зимой. В 1 градус какие туристы. Так, вот тебе кто хочет снять домик, пожалуйста, смотрите, какой красивенький. Никто мешать не будет, никто тебе сюда не придет, не найдет. Это круто. Есть такие поселки, такие места, где, ну понятно, не обязательно это место, но интересные места. Так это что, поселок или вулкан называется? Наверное, да. Наверное, вот их автобусная остановка, и там написано 1 километр туда поселок. Вот интересно, как люди живут вот так вот, знаете, на природе. Вот поедем, посмотрим Эль-Вулкан. Что-то тут заброшенный какой-то трошки поселок. Продается. Венде. Интересно, сколько тут стоят эти вот домики? Да, тут, конечно, что-то небогатые соседи живут, но кто-то еще и живет. Вот мы хотели посмотреть такую Аргентину, знаете, не киношную, а такую вот, где-то в каком-то поселке таком живут же люди. Что-то же они тут делают. А вот уже покруче будет. Смотрите, у человека бассейн. Машинки, конечно, еще так себе, но 3 штуки. Вон, видите, какие машинки. Домик такой, ничего. Качели есть. Круто. Интересный поселок, честно сказать. О, базар, галерея, хугетерия есть. Алькило, касса и департамента. Кто-то что-то даже сдает в аренду. И домики, написано, сдает в аренду, и эти самые квартирки, департамента типа такого. Ну, смотрите, здесь уже немножко даже чуть-чуть получше как-то это место становится. Поинтересней. Людей пока не видели, видим первую собачку. Так, туда против движения, типа. Ну, есть и домики более-менее. Есть все-таки. Какие-то домики, да, есть и более-менее. Уже и машины так получше, и все. То есть, смотря в каком начале поселка, в середине поселка, что-то где-то как-то начинает проявляться. Да, городской муниципалитет. Полиция существует. Есть, во всяком случае, будочка полицейская. Хочу найти человека живого, реального. Поболтать насчет этого поселка. Очень мне он интересный показался. Вот такой
сюжетики, смотрите, вот уже то ли иней, то ли снег, бы говорили, что в горах сегодня был снег. Выйдем, поглянем, снег это или иней. Что у нас тут вообще происходит на этих краях? Как тут люди живут? Вот в этом. Так, какие-то волчьи ягоды, их, наверное, лучше не кушать. Хочу живого человека найти. Видел собаку? Ну-ка, что тут у нас? Опс. И сердечки можно рисовать. Ха-ха. Класс. Видел собаку, но думаю, если есть собака, значит есть и люди. Кто-то ее кормит, или может она, туристами кормится сама, такими как я. Аля, живой человек. Вон, смотри, какие шатры стоят. Вот, юрты вам. Ну, его Манидат. Типа, живут народ в юртах. Парки на пиво. Круто здесь. Выйдем, посмотрим эти места, как люди живут. В принципе, мне нравится. Знаете, для тишины, для того, чтобы иметь какую-то, ну, не знаю, периодически приезжать отдохнуть в Сан-Луисе. Тоже красиво. Мы периодически останавливаемся, я разговариваю с местным населением, спрашиваю, общаюсь. Вот даже нашел одного, который внук с Украины, у него бабушка. Он, конечно, сам здесь родился, уже взрослый человек. И тоже общались, ему было интересно, мне было интересно. Он живет здесь в Сан-Луисе. Одним словом, нужно с людьми разговаривать. Смотрите, какие здесь места. Вот это мы привыкли, город, а теперь вот природа. Макс, тишина, красота, да? Мне тоже нравится. Somos Juan Carlos de los Quesitos del Potrero. Estamos del 2003 acá. Negocio clásico así, conocido. ¿Quieren probar salames? Sí. Bien, vamos a mirarlos para mí. Sí, salame tiene gracias. Fíjense. Sáquenle la pielcita, ahí Sí. tienen un recipiente después para poder atacar. Ahorita esta ya sí sale, mira. Esta bien estacionadita. Y después viene, sigue este de la colonia Caroso. Es entre fino, y después viene grueso. Este por si querés algo fino. ¿Quieren tomar algo? Ah, van a filmar un vinito. Vamos acá. Ah, qué bueno, sí, sí. Bueno, ¿qué compramos? Mira. Ese para usted. Wow. Ah, sí. Мы все попробовали. Уже даже наелись. Сырков штук 10 съели. Попробовали. Колбасок немножко. Нельзя говорить с набитым ротом, но у меня колбаса. И сейчас что-нибудь купим. И еще, смотрите, кто пьет вино, покупаете вино вот в таких бутлях, 25 тысяч, превосходно. Прямо вот с такой штукой. Это вообще суперски, особенно когда в отпуске. И маслинки. ¿No está en el capital? Sí. Vamos a ver si dan unos cursos.
granja, emprendimiento. Hemos ido a San Vicente. Panadero, pizzería, ahí pan. Так, купим хлеба, купили колбаску, купили сыр. Здесь я видел еще есть этот сам панадерия. Пойдем в панадерию. Панадерия — это хлебный магазин. И еще бананов надо купить каких-то. И будет, чтобы в багажнику была еда. Я так понимаю, там, наверное, где-то бананы продаются. Смотрите. Такие магазинчики. Привет, чувак. Как ты здесь себя чувствуешь? Нормально? Сторожишь? Сторожи. Панадерия. Смотрите, какие хлебчики здесь. Угу. Вот, похоже на хлеб хороший. Van por pesos, pero calculo que están 700 pesos cada uno. Bueno, vamos a eso, ¿no? Esta. Sí. Y 4 de estos. Bueno, y 4 de estas. Perfecto. Такие здесь тортики. Ух ты, крутенько. Вот. Ладно, смотрим, что тут еще вкусняшки какие-то. Кофейку можно попить. И всякие печеньки, плюшечки. Ну все, мы хлеба купили. Смотрите. Пойдем теперь за бананами. Мы какой-то поселок забрели. Я даже не знаю, как он называется. Но это и не важно, как он называется. Просто хотели посмотреть, как люди живут, гляньте. Как в таких вот поселках просто как бы какая движуха. Магазинчики существуют, все существует. То есть какая-то... Вон Алькильо Кабаньяс. Алькильо Кабаньяс — это сдаю в аренду домики. Тоже дальше что-то еще. То есть тут больше такие тоже сдают многие в аренду все, потому что, наверное, сейчас не сезон, но когда лето, Алькильо Кабаньяс. Сальто де Монеда называется. Какие здесь места в этом Сан-Луисе? Прикольнее. О, песик доедает туриста какого-то. И продают, видите, тоже земли продаются в Энде. О, пасео аль Сальто де Монеда. О, там какие-то, смотри, эти водопады. Хочешь поехать потом? Да не знаю, да, наверное, нет. Лучше сейчас. Это летом приезжают. Да, я Прыгают. тоже думаю, Купаются. там купается, прыгает с этих водопадов летом. И смотри, там недорого, 8 тысяч песо за это дело. Он написано там, когда со скольки до скольки. Просто сегодня холодно, блин, прыгать с водопадов. Да, точно, туриста доедает. Собачка. Любопытных. Смотри, бассейн, красивый домик угловой, видишь? Вон, Парижа стоит, тоже домик хороший. Разные есть. С одной стороны красивенькие очень, с другой стороны уже такие заброшенные дома есть. Кот, привет. Котяра. Плевать он хотел. Он по своим делам пошел. Поднимаемся выше, выше и выше. Смотрите, какая гора уже в тумане. И становится все время похолоднее. Но как-то живут здесь люди, елки-палки. Как они вообще здесь вот выживают в этих всех крутизне. Обледеневшие, был мокрый дождь. И вот это лед на деревьях. Это вот обледеневшие, потому они так выглядят. Мы сначала не поняли, потом я посмотрел, это лед висит на кустиках и на деревьях. Так что мы уже там, где ледяное
В общем, где лед. Аргентина зимой. Сейчас я вам покажу зиму. Вот. Видите? Тоже присутствует и на дороге. Так что надо быть очень осторожным здесь, на дороге. Впереди я вижу даже уже немножко снег еще в горах есть, там выше. Кто-то живет, что-то там такое красное. Палка, что-то красное, чья-то крепость. Пройдем, посмотрим на эту красоту, ребята. А вы бы хотели здесь жить? Вот так вот. Как там? Как там? Как там? Там. Да нифига себе. Да ну на. Это, наверное, был памятник вот этим лошадям. Смотрите, кто хочет покататься на вот этих веревках, плавать в бассейнах, на лошадях покататься, кажется, заходите сюда. Вот написано. Видите? И сосульками все обвешано. Обратите внимание. Это настоящие сосульки, не декоративные. Видите? Сейчас у нас так. Все здесь в сосульках. Ну, кого реально это интересует, где мы находимся, вот. Начинаем въезжать в никуда. То были ослы, сосульки, кустики, теперь туман, а после тумана наступит новая реальность. Вы смотрите фильмы про эти, типа попадаешь в параллельную вселенную, параллельную реальность. Вот там тоже такое. Заезжаешь в какой-то туман, а потом выходишь с тумана, а там уже совсем другой мир. Что-то похожее, как в тех страшных фильмах и у нас происходит. Что сейчас заедем в такой туман, выедем, а там, оказывается, мы уже в другой виртуальной реальности. И вот такой видон. Охренеть, какой видон классный. То мы, в принципе, ехали вот той дорогой, поднимались. Видите? И пока мы еще поднимаемся. Вам нравится такое путешествие? Куда нас выведет эта тропа? Не знаю, но посмотрим. Так, не будем писать, здесь был Леня. Не будем удаваться этим дурным привычкам. Тут уже камни начинают быть обписанными автографами. Здесь был Вася, здесь был Леня, здесь был еще кто-нибудь. Дороги такие, смотрите, он там, потом вот там. Так, это похоже на ту, которая нас еще ждет, потому что она идет на подъем. Мы вроде как идем пока что на подъем. А идем мы, наверное, вот с той дороги. Вот так. Вон. Ну, хочешь золото намыть, надо как-то правильно кататься. Так что просто так золото не намоешь. Оно в горах спрятано. А мы едем золотишко мыть. Ну, я же вам бизнесовые идеи все время рассказываю. Вот рассказываю еще одну бизнесовую идею. Поедете, намойте себе мешочек золота. Я уже показал там в шорте идею, как это самое передвижной ресторан сделать по-аргентински. Теперь, если все будет окей, покажу, как золото надо намыть. Едем дальше. Видон просто суперский. Вот кажется, что мы спускаемся, но я посмотрел там с горы дорога, а потом будет подниматься. Так что это как бы это опускание перед подниманием. Только надо быть осторожным, потому что везде гололед. Кажется, нет, но зима и снег был ночью, и обледенение есть на деревьях, на кустах. Да и на асфальте немного есть, пока машины не разобьют его.
Напоминаю, кто досмотрел до этого момента, что это провинция Сан-Луис в Аргентине. Здесь под туманами. Посмотрите, там тумана нет. Там какая красота. Остановился вам показать то, что хотел. Смотрите, мы спускаемся вот в ту долину. Красота. Тучи ниже, там даже солнце где-то за тучами есть. И мы выезжаем с этих мест. Надо себя обязательно запомнить в этих местах, потому что такого дня больше не будет. Во всяком случае, такого числа точно не будет. Будет уже другое число. Ребята, мы нашли монастырь. Действующий, реальный монастырь. Даже фонтанчики около него есть. Стучаться мы не будем, нас туда не пустят. Но просто хотел показать, как здесь живут те, которые монахи. Вот в горах высоко, одиноко. Никто им тут не мешает. Как бы делать свои обряды. Гляньте. Какой монастырь. Интересно. Каких только построек в этом Сан-Луисе не встретишь. Все какие-то очень прикольные. Там какие-то типа обсерватории видели. Здесь вот такое. Только я не пойму, оно так покрашено или оно ржавое. Вот как-то я совсем не соображу. Здесь на замок на какой-то смахивает. Интересный. Интересно, что это за пушка какая-то, может, музей какой. Эстасимента. И дальше тут, знаешь, какой-то, может быть, даже музей, там какая-то пушка. Ну ладно. Мы даже не знаем, что это. Ну, туристы ходят, значит, что-то туристическое. А это даже смахивает на какой-то стадион. Сан-Луис туризма написано. Мы побывали в этом городке и теперь едем в какой-то городок, который называется Тропиче. Дальше будем смотреть, куда и что. Ну, пока нас впереди снова будут ждать горы и туманы, я так понимаю. Потому что видон впереди где-то приблизительно такой получается. И довольно... Сейчас мы едем по равнине, дороги довольно хорошие. И самое такое, что мы заметили, почти никого нет на этих дорогах, то есть нет машин. Вон там одна поехала или две. Ну, в принципе, смотрите, это в рабочий день никого. Так, кукурузы тоже свежей нет. Обледеневшие деревья, смотрите. Просто суперски вот так вот. Ехали, было так как бы это, тут раз, уже все обледеневшее. Видно, какой-то полосой заморозок прошел. Как будто впереди, как деревья в снегу. Это лед на ветках. Как-то на одну сторону вот хвоя. С одной стороны висят сосульки, с другой нет. Ой, какая красота! И через 42 километра показано, что будет место, где можно нарыть кучу золота. Берете просто мешок, лопату и идете роете. Там раньше все рыли. Рио-Гранде, а перед этим было, что еще где-то здесь есть Рио-Рио-Сито. Кто по-испански понимает, тот поймет, в чем прикол этого названия. Речка-речушка. Да, речка-речушечка. В прямом переводе. Речка-речушечка. Дике, какое Ла Флорида. О, Дике Ла Флорида. Тум. Дивимся Дике Ла Флорида. Наслаждаемся нашим путешествием. Брухас. Знаете, что такое Брухас? Даже интереснее, чем Рио-Рио-Сито, блин. Брухас — это ведьмы.
Значит, я так понимаю, тут точка по продаже сейчас закрытая, а так вообще-то это точка для ведьм. Или ведьмы у ней продают. Ну, одним словом, смотрите. Брухас, метла, шляпа. Все как положено. Орлы и батманы летают. В общем, полазить насчет этого. Прикольно вообще. Смотрите, зарядкой заниматься утренней. И вот наслаждаемся видом. Дикий Ла Флорида называется. Дикие это вот типа вот эти вот штуки. Типа озера, не озера, как их назвать вот эти вот. У нас они называются дикие. По сравнению гор, где собирается вся водичка. В горах. И вот можно на палке покататься. Не знаю, Максим захочет, не захочет. Сейчас мы ему предложим. Макс, вот веревка свободная. Хочешь покататься? Только я не знаю, как ее потом доставать. Вот. Это с этой горы на эту гору. На этой веревке. Ты там хочешь покататься? Классно. Ковать не стану. Он решил тут машину через речку переехать. Сейчас посмотрим, чем дело кончится. Главное, подержи на минутку. Я найду свою красивую шапку, чтобы я выглядел шикарно. Света связала, смотрите. Во. Супер. Пойду-ка я отсюда. Лучше с собаками поздороваюсь. Привет, дружище. Бежишь? Скажи привет. Давай. О, да вы все решили тут на канал прийти, да? 1, 2, блин. Да не собираетесь меня сожрать? 3, 4, все. Скажите, подпишись на канал Видеос де Леон, да? Все, пошли. Нафиг. Идем. Ну что, вы тоже будете все на этот цирк смотреть? Пойдем. Интересно, рыба есть? Вот так по Сан-Луису ребята ездят. Да иди, блин, тебя погладим потом. Не рычи на меня. Езжай, езжай, это снесет течением. Выехал. Какая крутизна. Вот так мы знакомимся здесь с природой. Смотрите. Вода прозрачная. А так как вода прозрачная, видно, что рыбы нет. Хотя у меня с собой есть муха покидать. Сирабуна, муха. Может и рыба есть. Все собаки куда-то побежали в лес. Меня хотят завести куда-то. Вот. Все туда, смотрите. Наверное, туристы прямо туда все ходят, и они уже знают, куда идут. Так, кому надо тут купить земельку, смотрите, какое красивое место. Еще что-то, тут все продается. Вот хотите купить этот лес? Вот, пожалуйста, приблизили, поставили. Так, рассказать, почем тут приблизительно земли. Ну вот мы тут смотрели одни участки. Очень, кстати, недорого. Правда, в горах там, ну, в общем, тишина, спокойствие, монастырь. И участки были такие, допустим, 20 метров на 100 метров. Хотят, ну, понятно, камни, деревья надо выкорчевать. Все, внизу вот такой ручей за участком сразу. И хотят 18 миллионов. 18 миллионов, грубо выражаясь, это около 15, ну, 18 миллионов, я имею в виду песо. Это около 15 тысяч долларов. Ее сын, этой тети, другой участок продает. Он хочет, по-моему, 14 миллионов, но там участок поменьше, что-то 11 метров на 70 метров. Еще один, с которым мы познакомились, у меня его контакты. Ну, это не значит, что я вам дам, и вы пойдете купите. Сразу штук 3 мне давайте, я вам дам контакты. Шучу. В общем, это самый. Просто рассказываю приблизительные цены. То где-то он продает 20 на 65.
Он хочет около 10 тысяч долларов. Одним словом, вот такие вот где-то цены. Так, то ли мне показалось, то ли рыба спряталась. Макс, может быть рыба в такой речушке? Да, круче маленькая должна быть. Должна быть. А то у меня есть муха покидать. Но что-то я сомневаюсь. Я как-то смотрю, вода прозрачная, не видно рыбы. Или она прячется. Она прячется. Потом я вот смотрю, кажу, ну не знаю, вроде как. В Барилочи тоже такие речки были, еще меньше. Ага. Я кидал вот такие вот возле камней сидят. Макс, инмобилярия, смотри. Вентес алькилерис де лотес. Глянь, а какая красота, как она выглядит красиво, вся инмобилярия. Двери сгнили. А все тут нормально, смотрите, видите. Но мы уже едем обратно, потому что до Каролины нас не пустили. И стоят пожарники, и перекрыта дорога. И одна, и объездная. И сказали, что просто потому, что дорога перемерзла. То есть там нам надо чуть-чуть горы подняться, и дорога замерзшая, скользкая, и не пускает. И все, теперь надо думать, что-то куда-то другие маршруты выбирать. Вот, кажется, ерунда, а вот в Аргентине, видите, на дорогах лед, хотя вот мы едем, и тут внизу под горой все окей, даже не намекается ни на что такое, а там все замерзшее, не пропускает, дорога перекрыта. Как я уже и сказал, мы не попали в Каролину, вот этот поселок, в котором золото моют, так что поехали мы дальше. И следующую ночь мы проведем вот здесь, в другом. Смотрите, квартирка такая сняли. Даже, я честно скажу, не знаю сколько. Макс снимал, пока я рулил. Что есть в квартирке? Вот такая посуда всевозможная. Чайники. Вот это все, да? Ну, это сдается. Ключ был в каком-то таком тайничке. Тут термотанк стоит, я так понял, электрический воду греть. Маленький холодильничек. Всякие другие прибамбасы. Это я специально показываю для тех, кто просто ездит и думает, где переночевать, как мы. Мы ехали и в дороге по телефону быстренько все снимаем и приезжаем, потом как бы селимся. И вот эта ночь будет так. Самое классное, что здесь есть кондиционер. Мы его выставили на 28 градусов, он начал знать тепло. Потому что на улице холодно, около нуля. И в горах, говорят, снег есть. Смотрите. Такой шкафчик есть со всякими причандалами для тех, чтобы переночевать, нам достаточно. Мы тут не останавливаемся надолго, потому что мы сами не знаем, где и когда мы будем дальше. Так, значит, Максу есть диванчик, мне есть кроватка. Я ее уже тут призастелил своими делами, которые я с собой вожу. Есть такой душик, туалетик. Вот. Смотрите. Знаете, да, что это аргентинская примочка? Тунь-тунь. Все, я забыл сказать, где мы находимся. Мы находимся в городе Мендоса. Это провинция Мендоса и столица провинции Мендоса, город Мендоса. Мы только что сюда подъехали. Сейчас у нас, в общем, в прошлый раз мы были в Сан-Луисе. Теперь мы в Мендосе. 2021. Смотрите. Тунь-тунь. 2 июня. Все, что тут в этой Мендосе, это все завтра. И где мы окажемся завтра вечером, тоже не знаем. Может быть, в другом месте. Пока не знаю. Следим, что будет дальше. Сегодня будем обедать. Мы там по дороге прикупились в магазине. И так мотались, что даже не обедали. Так что сейчас будем начинать.